Исследования Гарвардского центра по изучению развития детей показывают, что уверенность ребенка напрямую зависит от качества эмоциональной поддержки, которую он получает в семье. Согласно данным Американской психологической ассоциации, дети, которые чувствуют принятие и внимание со стороны родителей, вырастают более устойчивыми к стрессу, лучше справляются с трудностями и демонстрируют высокую самооценку. А исследование Оксфордского университета подчеркивает, чрезмерная критика и постоянные сравнения с другими подрывают внутренний стержень ребенка и формируют страх ошибок. Уверенность в себе – это не врожденное качество, а результат воспитания, опыта и окружения. Мы, как родители, играем ключевую роль в формировании этой черты у ребенка. Однако часто, сами того не осознавая, мы совершаем ошибки, которые подрывают детскую уверенность. Понимание этих ошибок и знание способов поддержки помогут воспитать уверенного в себе человека. Наш ребенок – это не просто маленький человек, это целый внутренний мир, который каждый день ищет подтверждение «я важен», «я нужен», «я справляюсь». И именно мы – главные люди, от которых он это подтверждение получает. Именно в наших словах, взглядах, интонациях рождается или разрушается то, что мы называем уверенностью в себе. Иногда не со зла, а из усталости, из желания воспитать лучше, мы делаем то, что оставляет след. Незаметный, но глубоко личный. Мы не всегда осознаем, как некоторые наши слова, действия или, наоборот, бездействия подтачивают опору под ногами ребенка. Когда ребенка регулярно критикуют, особенно в сравнении с другими, у него формируется чувство, что с ним что-то не так, что он не дотягивает, и он замыкается, боится ошибиться, боится быть собой. А ведь это больно — не быть собой в семье, где тебя должны принимать без условий. Когда нас нет рядом, эмоционально, не только физически, дети чувствуют себя незамеченными. Когда они рассказывают что-то важное, а мы в телефоне или думаем о работе. Когда их маленькие победы пролетают мимо нас, не встречая ни улыбки, ни одобрения. В такие моменты в них крепнет ощущение «это никому не надо», и самооценка гаснет. А когда мы боимся за ребенка так сильно, что делаем все за него, защищаем от каждого неровного шага, мы не даем ему вырасти, мы не даем ему почувствовать «я могу». Самостоятельность рождается в опыте, а уверенность — в пережитых трудностях, которые ребенок прошел сам, пусть с вашей опорой, но с собственными усилиями. Иногда мы срываемся, кричим, унижаем, не потому что хотим унизить, потому что устали, потому что не умеем по-другому, но для ребенка это всегда звучит одинаково «я плохой», и это чувство въедается, оно прячется внутри, разрушая все — инициативу, смелость, веру в себя. Когда мы забываем похвалить, не замечаем старания, пропускаем даже маленький шаг вперед, ребенок перестает видеть смысл в том, чтобы стараться. Он начинает думать, что все равно будет недостаточно хорошим. Он перестает пробовать. Но хорошая новость в том, что уверенность можно воспитать. Да, это процесс. Долгий, не идеальный, с ошибками, но возможный, если есть желание и любовь. Покажите ребенку, что он любим, просто так. Не за пятерки, не за медали, не за поведение, за то, что он есть. Пусть он знает, даже в сложные дни его все равно принимают. Поддерживайте. Не только за победы, за усилия, за шаг навстречу, за попытку. Это дает колоссальную внутреннюю силу. Я не боюсь пробовать, потому что дома меня поддержат. Давайте право на выбор. Не контролируйте каждый шаг. Даже в мелочах пусть решает сам, учится на своих решениях, учится жить. Если случилась ошибка, не спешите подхватывать. Станьте рядом. Не для того, чтобы исправить, а чтобы поддержать. Спросите, что ты сам можешь сделать, и дайте ему шанс. Покажите личный пример. Не прячьте свои ошибки. Не играйте в идеальных. Говорите, мне тоже бывает страшно, я тоже ошибался. Пусть ребенок видит, уверенность — это не отсутствие страха, а умение жить,
несмотря на него. Сделайте дом опорой. Пусть это будет то место, где можно быть собой, где можно быть разным, где можно быть слабым, глупым, радостным, уставшим и все равно любимым. Вы даете не просто воспитание, вы даете фундамент, и чем он крепче, тем увереннее ребенок войдет в этот мир. Не ищите идеальных слов, просто будьте рядом, видьте, слушайте, поддерживайте. Этого уже достаточно, чтобы вырастить человека, который будет знать: «Я справлюсь, потому что я могу, потому что я — это я, и меня любят». Формирование уверенности у ребенка — это длительный процесс, требующий терпения и внимания. Важно помнить, что каждый ребенок уникален, и подход к нему должен быть индивидуальным. Поддержка, любовь и уважение со стороны родителей помогут ребенку вырасти уверенным и самостоятельным человеком. А как вы формируете уверенность в своем ребенке? Будем рады узнать ваше мнение в комментариях. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на наш канал, нажать на колокольчик и выбрать «Все». Ставьте нравится, лайки, большой палец вверх, пишите комментарии, поделитесь видео с друзьями, пусть видео о хорошем и полезном смотрит больше людей.